Приветствую, друзья! Предлагаю вашему вниманию подробный обзор флагманских смарт-часов Galaxy Watch 5 после года активного использования. Я расскажу о том, с какими особенностями столкнулся в процессе эксплуатации, чем эта модель мне понравилась, в чем она не имеет равных, а также, конечно, вы узнаете о подводных камнях. Ну что ж, давайте посмотрим на комплектацию. Характеристики прямо сейчас вы видите на экране. Если вдруг не в курсе, можете остановить и изучить. Часы поставляются в компактной коробке Penale с изображением модели на лицевой части. О том, какая конкретно эта версия, сказано лишь на наклейке. То есть здесь у нас указан буквенный индекс. Допустим, 40-миллиметровые часики имеют буквенный индекс SMR900. Ну и также здесь можно найти информацию о стране производителя, дате и о цвете. Что касается цветов, их существует 3 расцветки, 3 или 4, ну как бы у нас в стране доступны 3. Я взял серый, классический, то есть для себя, мужские. И для женщин есть розовое золото, а также серебро с лавандовым ремешком. Внутри пенала была коробочка с аксессуарами дополнительная, в которой я нашел беспроводную зарядку, а также различную документацию, в которую входит мануал и сразу несколько гарантийных талонов, просто они на разных языках. Так, что касается зарядного устройства, оно очень компактное, естественно, с Type-C разъемом. Что у нас есть здесь какая-то информация техническая, но в принципе ничего интересного. Примагничивается к основанию и идет зарядка. Поддерживается быстрая беспроводная зарядка, часики за полчаса успевают набрать до 50% заряда. Так, ну давайте посмотрим на внешний вид. На мой взгляд, Galaxy Watch 5 подойдут тем пользователям, которые предпочитают компактные модели. То есть, если у вас тонкое запястье, если хотите легкие часики, если планируете в них спать, то во всех этих случаях, конечно же, часы с диаметром 40 мм это лучшее решение. Вес вообще минимальный, всего 29 грамм. Они вообще никак не ощущаются на руке, то есть буквально надеваете и забываете о их существовании практически сразу. Вращающегося безеля здесь нету, но есть виртуальный. То есть нужно просто провести пальцем по экрану, как в том месте, где у нас должен быть безель. И в принципе произойдет ровно то, что вы ожидаете увидеть. Тот же самый эффект, да, но зато поверхность у нас здесь получается абсолютно плоская, гладкая. Ну и толщина часиков не увеличена, здесь всего 9,8 мм. Можно логично предположить, что без безеля экран будет чаще подвержен ударам, менее защищен от царапин. Но переживать не стоит, так как здесь использовали сапфировое стекло. Я не использовал вообще никаких ни пленок, ни защитных стекол. За год не получил на экране ни единой, даже вот мельчайшей царапины. Вот так вот попробую отвернуть. Вы можете посмотреть под всеми углами. Экран вообще идеально чист. Идеально. Хотя часы я никогда не снимаю практически. Веду активный образ жизни. То есть это пляж вообще без проблем. Там настройки на даче, спортзале, ремонт когда делал, не снимал. Каждый раз я переживал, что получу какую-то царапину. Ну вот брал мягенькую тряпочку, хорошенечко протирал экранчик, смотрел и в принципе видел, что ни единой царапинки нет. Отлично. Часы использую круглосуточно, как для отслеживания здоровья, так и для контроля физических показателей. Особенно активно при занятиях спортом, пробежки, велозаезды. Благодаря тому, что часики оснащены GPS-модулем, то во время активности мне нет надобности брать с собой смартфон. Только часы и беспроводные наушники, которые воспроизводят музыку с внутренней памяти Galaxy Watch 5. Удобно? Конечно. Тем более, что есть возможность установить сторонние приложения с маркета, ну, например, ту же Страву, и получить расширенную функциональность.
Помимо сенсорного управления и виртуального безеля, здесь предусмотрены две физических кнопки. Они расположены таким образом, что если будете носить, допустим, на левой руке, да, и будете опираться о поверхность, то получается контачить будет вот как раз на корпус между кнопками. Вы случайно не нажмете кнопку запястьем. Ну а сами кнопки используются для вызова меню в различных приложениях, также для действия назад, выхода на главный экран часов, ну собственно для какого-то такого частичного управления. С противоположной стороны разместили аудиодинамик. При помощи часов можно общаться. В некоторых моментах это действительно очень удобно. Например, если находитесь за рулем автомобиля, а смартфон расположен где-то там в кармане или в сумке, чтобы не лезть, чтобы не подвергать себя опасности, проще ответить с часиков и поговорить. Ну и на велосипеде это не только удобно, но и безопасно, да, вы как бы не отвлекаетесь от дороги, руки на руле, пожалуйста, едьте, разговаривайте. Также может быть полезно, если руки просто грязные, например, вот недавно косил я газон у сестры, были руки в перчатках, никак я не мог ответить на звонок, носом поднял трубку с телефона, поговорил, нормально, все, никаких проблем. С внутренней стороны у нас расположены различные датчики, сенсоры. Часы очень технологичные, помимо банального пульса и насыщения крови кислородом, они умеют измерять артериальное давление, делать электрокардиограмму, а также анализировать биоэлектрический импеданс, то есть измерять состав тела, это масса мышц, содержание жира и так далее. Ничего подобного в других часах я раньше не встречал, только ради этого готов мириться с относительно невысокой автономностью устройства. Следующий момент, о котором хочу рассказать, это ремешок. Естественно, здесь ремешочек съемный. Но что более важно, он гипоаллергенный. Раньше у меня часто появлялись раздражения на руках, покраснения, которые сильно чесались, и чтобы избавиться от них, мне приходилось менять руку ношения часов или даже делать вообще полный перерыв на несколько дней. Причем это происходило даже с такими вот брендами, как Amazfit или Xiaomi, казалось бы, качественными, но все равно было раздражение. А вот Galaxy Watch 5 я снимаю лишь на подзарядку, и вообще никаких раздражений нет. То есть, как видите, рука нормальная. Вот. Ну, кстати, недавно купил дополнительный ремешок. Это не оригинальный, на Алиэкспрессе взял. И раздражение от него вот у меня появилось снова. То есть выводы делайте сами. Но на материалах Samsung точно не экономит. Кстати, ремешки бывают разные. Вот если посмотреть, видим 20 мм это его ширина. Так, а вот с этой стороны указан размер, то есть SM. Тот, что я купил, он у нас идет ML, то есть немножечко длиннее. То есть можно ремешки подбирать по длине. Вот если я приложу, видно, что на пару сантиметров этот ремешок сменный длиннее. То есть, если у вас объемная рука, можно взять спокойно ML или там LXL, я не знаю, какие они еще бывают. Я, кстати, на это внимание даже сразу не обратил. Ну, мне даже подошла S-ка, в принципе, нормально, хорошо сидит. 2 сантиметра на размер идет. Давайте одену, посмотрим застежку. Каким образом, значит, здесь сделана застежка. Самым, что ни на есть, классическим. Как в обычных часах, то есть никакие не заклепочки, ничего, то есть мы вставляем, а сам хлястик прячется внутрь. Таким образом у нас ничего не болтается, ничего не цепляется, выглядит все отлично. Вот, пожалуйста, смотрите. Кстати, очень хорошо заметно, что часы компактные, на руке смотрятся аккуратно, не громоздко. Да, в принципе, мне в них вообще нравится. По внешнему исполнению фактически все. Теперь давайте поговорим о экране. Здесь он у нас, естественно, Super AMOLED. Он яркий, он как бы детальный, никого не оставит равнодушным. Есть возможность использовать Always On Display.
У меня он включен на протяжении всего дня. По расписанию отключается только на ночь. Конечно, это дополнительная нагрузка на аккумулятор, но это неимоверно удобно. То есть вы всегда видите время и другую информацию, не нажимая кнопок и не поднимая руки. Как на обычных аналоговых часах, отчего устройство выглядит активным и живым. После использования Always On Display экранов, часы такие вот с мертвыми черными дисплеями вообще мною не воспринимаются всерьез. Кстати, здесь есть датчик освещения, он автоматически настраивает яркость в зависимости от обстановки, запас яркости приличный, даже под открытым небом вся информация хорошо читается. Ну и даже в режиме Always On Display, когда яркость убавляется сама, да, то есть все равно все нормально видно. У дисплея отсутствует воздушная прослойка, под солнцем он не бликует и не слепнет. Доступно огромное количество циферблатов, то есть вот этот вот, что как бы у меня сейчас установлен, это я уже ставил дополнительно с приложения Facer, но здесь уже и предустановленных очень много. Есть вот аналоговые, есть цифровые, есть какие-то гибридные, смешанные. То есть вот таким образом меняем, зажимаем, переключаем. Пожалуйста, вот простенький очень цифровой. Простенький, но красивый, симпатичный. Может отличаться информация, которая выводится. Может отличаться дизайн. Можно какие-то элементы включать, какие-то отключать. Ну, допустим, здесь у нас видим поданалог. Здесь видим шаги, отображается время, пульс. Можем найти более информативные какие-то или менее информативные. Есть с графикой, с анимацией, ну, всякое. Плюс можно добавить, как бы, то есть скачать какой-то дополнительный циферблат всегда вообще без проблем. Поговорим о том, что умеют часы. И здесь, конечно же, все очень сильно зависит от того, какие приложения вы установите. Благодаря Wear OS, это действительно смарт-часы, на которые можно устанавливать приложения просто с Google Play. Можно закачивать изображения, можно закачивать музыку, можно пользоваться часами совместно со смартфоном или полностью автономно. Ну, хотите расширить спортивные функции для бега или катания на велосипеде, вообще не проблема. Ставите приложение Strava или, допустим, Adidas Running. Нужен какой-то продвинутый диктофон или аудиопереводчик, пожалуйста, welcome to Google Play. Да много чего есть, допустим, для управления наушничками Buds, если пользуетесь самсунговской продукцией. Есть также кошелечек для беспроводной бесконтактной оплаты. Компас есть, различные инструменты, трекеры, навигация, даже чат-бот на основе чат-GPT есть. Конечно, некоторые приложения, они как бы имеют смысл только в LTE версии. Ну, допустим, если вы хотите бегать на улице, слушать музыку через Spotify, но при этом не хотите брать с собой на пробежку смартфон, ну, то, естественно, вам нужна версия с LTE, чтобы вы могли получить мобильный интернет. Ну, а в принципе, как бы в остальном разницы никакой я не вижу. Мне, допустим, хватает версии и Wi-Fi. Также хочется сказать, что лучше всего часы раскроют себя со смартфоном от Samsung, так как на смартфонах от других производителей некоторые функции будут ограничены. А именно, не будет измерения артериального давления, не будет функции ЭКГ. У меня же смартфон Galaxy Note 10 Plus, вся настройка и подключение заняла буквально пару минут. То есть часы при включении автоматически определились смартфоном, далее прошла проверка и установка последнего обновления, восстановление приложений с предыдущей версии часов, ну и далее часы готовы к работе. Так, еще раз, что у нас здесь интересного? Так, главный экран, он у нас зависит от выбранного циферблата, может отображаться различная информация. Кстати, вот на моем давайте посмотрим. Здесь у меня температура на улице, здесь пульс, количество заряда оставшегося в аккумуляторе, день, количество пройденных шагов и время. То есть такой самый базис. Переходим наверх, и здесь у нас получается экран с доступом к быстрым настройкам. Ну, наши привычные ярлычки. То есть можно здесь включить, поменять яркость, включить NFC, Wi-Fi, звук, режим без полета, режим
различные Bluetooth устройства подключить. Ну, короче, все по аналогии с обычным смартфоном. Слева от главного экрана, точнее справа от главного экрана расположены карточки с быстрым доступом к часто используемым функциям. Ну, например, вот карточка активности, да, то есть здесь у нас показывает, сколько мы в течение дня прошли шагов, то есть с утра, сколько, значит, по времени активности, сколько калорий сожжено. Можно зайти, посмотреть какие-то более детальные данные, статистика, все это есть. Конечно же, в приложении будет это более широко расписано, то есть там можно в удобной форме все посмотреть и как бы больше информации, конечно же. Идем дальше. Следующий, наверное, один из самых важных разделов, по крайней мере для меня, это тренировки. Сами часы поддерживают десятки, наверное, сотни даже спортивных программ. Тут есть все основные виды, такие вот как ходьба, бег, велоспорт. Ну, на самом деле есть даже намного-намного больше. То есть есть плавание, часы подходят для плавания, они имеют водозащиту. Есть различные игровые виды спорта, как футбол, гандбол, естественно, беговые дорожки и тому подобное. Очень много, то есть мы если зайдем, тут даже есть такие какие-то очень странные режимы, например, дельтапланеризм или йога. Ну, что может быть в йоге? Пульс, наверное, только считают, не знаю. Ну, или вот настольный теннис, понятно, отжимания. Ну, в общем, здесь просто огромное количество программ. Каждый найдет себе то, что, наверное, ищет. Некоторые базовые тренировки, такие как бег, ходьба, они распознаются автоматически. Во время тренировочки выводится на экран основная информация. Это время, расстояние, средний темп и, конечно же, пульс. Каждый километр выводится дополнительная информация по времени и темпу за этот отрезок. Все тренировки сохраняются в журнал, и позже вы можете изучить детальную статистику. Ну, давайте посмотрим пару примеров тренировок, ведь именно своими спортивными функциями часы Galaxy Watch выгодно выделяются на фоне конкурентов. Возьмем беговую тренировку. На карте отображается трек перемещения с разбивкой по километрам. Можно увеличить карту, рассмотреть все более детально. Красным у нас отмечен самый быстрый участок. Так как часы оснащены GPS, то смартфон на пробежку брать не обязательно. Все данные синхронизируются с приложением автоматически. Далее видим сводный график, где отображается пульс, темп, уровень подъема и каденс. Под ним указаны наиболее значимые моменты пробежки, вроде набора высоты, среднего каденса, темпа и так далее. Далее видим пульсовые зоны, время пребывания в каждой из них. Есть отдельный график по восстановлению пульса после окончания тренировки. Ну и, конечно же, присутствует статистика по каждому километру, которую можно группировать в отрезки по 5 или 10 километров. Очень понравились расширенные показатели бега, которые учитывают время контакта с поверхностью, время в воздухе, жесткость, асимметрию и другие беговые показатели. Это позволяет проанализировать забег и провести работу над ошибками. В случае плохих показателей вам будут предложены упражнения, которые помогут их улучшить. Часы умеют измерять показатель максимального поглощения кислорода во время упражнений. Помимо числового значения в миллилитрах на килограмм в минуту, вы получите информативный график и расшифровку показателя. Для улучшения результатов в беге важно развивать уровень VO2 Max. Ну и в конце указаны общие сведения о тренировке, вроде продолжительности, расстояния, скорости, темпе и так далее. Очень крутые возможности, невероятно детальная статистика. Такого функционала я не встречал ни в одном приложении, даже с учетом платных и каких-то спортивно ориентированных. В различных спортивных программах информация может несколько отличаться в зависимости от текущей активности. Например, в плавании на открытом водоеме записывается трек и ведется измерение пульса. Ну а в режиме футбол запись трека за ненадобностью не ведется. Говоря о спорте, стоит также отметить возможность тренировочных программ, которые доступны в приложении Samsung Health.
Там есть различные фитнес-программы, программы для силовых упражнений. Ну, отдельно отмечу программы по бегу, которые можно использовать даже новичкам. Вы получите полностью расписанный график тренировок. Во время тренировок вы будете получать голосовые подсказки, то есть вам будут говорить увеличить скорость до определенного значения, уменьшить до определенного значения и так далее. То есть все можно делать по команде. Есть даже программы для тех, кто вообще только делает свои первые шаги в беге или вообще никогда не бегал. Ну а для тех, кто не очень жалует бег и предпочитает много ходить, есть всемирные состязания по ходьбе. В игровой форме вам предлагают посоревноваться с людьми по всему миру. Вы проходите различные карты, видите себя в рейтинге участников, ну и в конце месяца получаете награду в виде медальки или итогового достижения. Каждый месяц проходит новое соревнование, то есть вы можете улучшить свой результат и заработать новые награды, видеть свой прогресс. Также можно создать собственное соревнование среди друзей, знакомых или даже в своей семье. Например, поставив цель пройти как можно больше за определенный промежуток времени. Или кто первый пройдет определенное количество шагов. Все это непринужденно приучает вести вас более активный образ жизни, что в итоге только положительно скажется на самочувствии и здоровье. Ну что ж, идем дальше. И следующая страничка у нас отвечает за поистине уникальную функцию. Это измерение состава тела. При помощи датчика анализа биоэлектрического импеданса часы покажут состав вашего тела. Именно сколько в нем воды, сколько в нем жира, сколько мышечная ткань. Вот, все это видим. Индекс массы тела. Причем это очень важно смотреть именно в динамике. То есть, допустим, вы там через день или каждый день в одно и то же время делаете это измерение и смотрите за статистикой, принимаете решение, что нужно сделать для уменьшения или увеличения веса в зависимости от вашей цели. С этой функцией реально станет легче похудеть или набрать массу, опять же, в зависимости от того, что вам нужно. Ну и по каждому показателю доступна статистика детальная, она в приложении. Вы можете все посмотреть там за неделю, за месяц, за год. Все это есть. Далее у нас идет трекер сна. Он поможет проанализировать качество сна, его продолжительность, ну и фазы. На часах можно глянуть поверхностные показатели, предварительную оценку, ну а в приложении все расписано более подробно. Также есть уникальная возможность отслеживать свой храп. Храп может влиять на сон, а также мешать окружающим. Он может сигнализировать о проблемах со здоровьем, поэтому не стоит пренебрегать, лучше следить за этим показателем, особенно в совокупности с насыщением крови кислородом, дабы исключить апноэ. Часы покажут общее время храпа, вы даже сможете его послушать, то есть ведется автоматическая запись, ну а через месяц данные автоматически удаляются. Далее у нас идут карточки с измерением артериального давления и ЭКГ, но об этом я немножечко позже. Также есть у нас здесь измерение стресса. Оно может быть интересно тем пользователям, которые работают в сложных психоэмоциональных условиях. Ну и как обычно на часах это только самое основное. Ну а более подробная информация в приложении. Измерение проводится автоматически, приостанавливается во время физических нагрузок и сна. Конечно же, есть измерение пульса отдельное, так как в принципе оно используется во всех программах. И есть у нас здесь измерение насыщения крови кислородом. Ну, эта функция в особом представлении не нуждается, оно проводится автоматически, можно в принципе и вручную. Показатели очень точные, я сравнивал с медицинским оксиметром, который надевается на палец. Так, ну вот давайте мы сейчас измерим. Низкий показатель 85, это из-за того, что измерение сделано автоматически ночью. Ночью, то есть может действительно падать насыщение кислородом. Также часы могут неплотно прилегать к руке, поэтому не стоит слишком переживать о каких-то слишком низких показателях. Ну вот мы сейчас проведем измерение в режиме онлайн и посмотрим, каков будет результат. 96, видим 96%, и заодно пульс мне измерило 63 удара в минуту. Есть и другие полезные карточки, которые также не нуждаются в особом представлении.
Ну, например, погода, календарь, общая карточка с какими-то суммарными показателями. Музыкальный плеер. Музыкальный плеер, кстати, может работать в двух режимах. Он может работать полностью автономно, то есть воспроизводить музыку с встроенной памяти. Тогда вы подключаете беспроводные наушники и слушаете музыку. Или может работать просто в совокупности с вашим смартфоном, то есть воспроизводит музыка с вашего смартфона на наушнички, а при помощи часов вы можете переключить трек, изменить громкость, ну и выполнить какие-то базовые задачи. Естественно, это не все карточки, вы можете добавить абсолютно любые. Допустим, вот есть у вас Buds, да, Galaxy Buds 2, это беспроводные наушники, пожалуйста, можете слушать. Или Together, да, соревнования по спорту можете добавить. Можете добавить, я не знаю, Spotify. С приложений, которые вы сами устанавливаете, карточки также можно добавить. То есть вот Strava есть, Adidas Running. Пожалуйста, будильнички, браузер. Ну, короче говоря, здесь вообще, в принципе, неограниченные возможности. Также можем посмотреть, как выглядит общее меню. Здесь это все установленные приложения. Порядок их можно изменить, этих приложений, естественно. Ну, здесь много чего интересного есть. Не буду все перечислять. Например, есть компас. Где-то здесь, по-моему, было еще барометр, то есть можно мерять давление, управление наушниками, музыкальный плеер, диктофон. Ну и в принципе как бы все, да. То остальное я в принципе ставил уже сам. Google карты, да, кстати, есть очень удобная тема. То есть особенно на велосипеде, допустим, вы пишите какой-то адрес, все, едете, и вам, как в обычном навигаторе, будет говорить о поворотах, будет рисовать трек перемещения. Все как бы, как обычно, да. Секундомер есть, дистанционное фото, ну, это понятно. Ну, и, конечно же, Google Play, да, который, в принципе, позволяет установить вообще абсолютно любые приложения, которые нужны. Десятки, сотни этих приложений. Допустим, вот тут что у нас предлагает какие-то циферблаты. Не знаю, зачем нам циферблаты. Давайте мы лучше на главный экран, как нам попасть. Вот, ну, допустим, Google кошелек, Google Fit, если интересно, для занятий спортом. Ну, на самом деле, конечно, приложения эти устанавливать удобнее с телефона. Там все более крупно, все более понятно. Ну, если есть желание с часов, пожалуйста. Вот ютубчик можно поставить. Google Keep, компас различные, диктофоны, Microsoft Outlook, Google Home, различные погоды, камера, список дел. Ну, короче говоря, тут приложений очень-очень много. Просто, наверное, проще всего, наверное, вот нажимаете поиск и ищите то, что вам необходимо. По разделам или по названию. Я думаю, с этим справится даже ребенок. Так, ну и слева от главного экрана у нас идет, получается, уведомление. То есть уведомление у нас... Видим, что поддерживаются английские буквы, естественно, поддерживаются русские буквы, и мало того, даже поддерживаются картинки. То есть, если кто-то в мессенджере отправляет фото, то вы это фото увидите у себя на экране часов. Также, на всякий случай, напомню, что при помощи часов можно вести разговоры, то есть можно принимать звонки, можно совершать звонки. Пожалуйста, вообще не вопрос. На сообщения также, если у вас пришло сообщение, допустим, с какого-то мессенджера, то вы можете на него ответить. Теперь о Samsung Health Monitor. Это приложение работает только на смартфонах Samsung и позволяет измерить при помощи часов артериальное давление и снять ЭКГ. Возможно, есть какие-то альтернативные способы запустить приложение на других смартфонах, я не в курсе, так как с моим смартфоном Galaxy Note 10 Plus все работает из коробки. Сперва расскажу про электрокардиограмму. В описании функции сказано, что часы не являются медицинским прибором, это само собой разумеется.
И на основании полученных данных, конечно же, не стоит менять лекарства. При любых подозрениях на проблемы со здоровьем необходимо обратиться к врачу. Для создания ЭКГ выполняете инструкции на экране, после чего видите результат. Все сохраняется на смартфон. При желании можно открыть кардиограмму во весь экран, изучить более детально, если что-то в этом понимаете. Если есть какие-то подозрения, то переслать ее своему лечащему врачу. Часы умеют выявлять мерцание предсердий, ну а в будущем обещают добавить выявление и других патологий. С артериальным давлением все чуточку сложнее. Для использования функции необходима первоначальная калибровка, то есть нужно сперва раздобыть или уже иметь наплечный тонометр. Выполняя инструкции на экране, делаем калибровку. Это 3 последовательных измерения и ввод данных. После чего можем уже измерять артериальное давление при помощи часов. 1 раз в месяц необходимо делать повторную калибровку. Я не знаю, какой магией пользуется Samsung, но это точно что-то запрещенное. Да, они прикольно меряют артериальное давление. Это действительно точные показания. То есть я сравнивал с тонометром, с наплечным. И все достаточно неплохо совпадает. Единственное, что правда, чтобы было как бы все довольно точно, нужно все выполнять, делать по инструкции и делать калибровочку. То есть вот у нас указано, как это все работает. Сидите, не двигайтесь. И происходит измерение. Ну, сейчас мы посмотрим, что у меня с давлением. Вот такое давление, и я просто на 99% уверен, что если я сейчас измерю на тонометре, то в принципе получу такие же самые показатели. Так, ну а вот так работает ЭКГ. Значит, мы просто дотрагиваемся до кнопочки «Домой» и также ждем окончания измерений. Ну, вот и видим, что у меня синусовый ритм, то есть нет никаких признаков мерцательной аритмии. Естественно, уже кардиограмма, отчет кардиограммы отправлен на смартфон, и там все будет более детально. Теперь буквально пару слов о приложении Galaxy Wearable. Это приложение, которое помогает настроить часы и управлять ими при помощи смартфона. То есть первоначальную настройку, установку приложения удобно делать именно непосредственно с этого приложения. Также через Galaxy Wearable можно настроить экран приложений, карточки, панель быстрого доступа. То есть все то, что мы смотрели с часов. Все элементы перемещаются, удаляются, добавляются, все меняется. Ну и, конечно же, настройка часов. Здесь, как у Android смартфонов, даже разделы называются аналогично. Можно настроить доступ к аккаунту, Wi-Fi, Bluetooth подключение, уведомления из приложений. Здесь же можно настроить вибрацию, громкость рингтона, уведомления, выбрать мелодию. В настройках экрана яркость, функция Always On Display, поддержка жестов, чувствительность сенсорного экрана и так далее. Физические кнопки можно настроить и переназначить. Можно подключить к компьютеру и синхронизировать часы со смартфоном. Таким образом закинуть во внутреннюю память музыку или изображение. Есть автоматическая синхронизация музыки, то есть вы скачали на смартфон, и она автоматом уходит на часы. Есть, конечно же, беспроводные обновления, то есть периодически добавляют новые функции, улучшают функциональность. К примеру, в последнем обновлении была добавлена функция измерения температуры тела для более точного прогноза овуляции у женщин. Ну и некоторые такие функции, которые мне лично понравились, допустим, по безопасности. Например, режим SOS, то есть часы отправят ваши координаты заданным контактам, если вы 3 раза нажмете там на экран, на кнопку «Домой» точнее. Или, допустим, обнаружение падения, да, при котором также отправляются данные автоматически с вашим местоположением заранее указанным лицам. Ну, полезно, почему нет, как бы для пожилых людей, например, чтобы дети не переживали. Не дай бог, там бабушка, дедушка старенькая упадут, сразу получите сообщение, что что-то не так. Ну или спортсменам, если там на пробежке, чтобы как бы близкие знали, где вас искать, если не дай бог что. Теперь об автономности, пожалуй, самый спорный момент. Все пользователи делятся на 2 категории. Тех, кому нужно, чтобы часы работали хотя бы день, и тех, кто хочет автономность неделю, 2, а лучше еще больше. Я изначально был в лагере вторых, ведь мои первые часы Amazfit Bip могли проработать от одного заряда около месяца. Но они же почти ничего не умели. Их задача заключалась у меня лишь только в уведомлениях. Другое дело смарт-часы Galaxy Watch 5. То есть операционочка Wear OS,
На тренировочках работает GPS, работают все датчики автоматом, яркий дисплей с Always On Display. Все это, конечно, быстро садит батарею. Но когда я перешел на эти часики, я понял, что мне не нужна автономность 2 недели. Ведь заряжаются часики очень быстро. Все равно я каждый день принимаю там душ, допустим. Я там поставил часики на зарядку, и через полчаса у меня уже часы подзарядились, пока я принял душ. Ну, такое дело привычки на самом деле. Мне при моем очень активном использовании хватает на сутки. Это при том, что у меня автоматически мониторятся все показатели в режиме реального времени. То есть это стресс, пульс, насыщение крови кислородом и так далее. Всегда включен Always On Display. Не менее 2 часов в день у меня тренировки. Это либо бег, либо езда на велосипеде. Естественно, с включенным GPS. Ну, а также периодические разговоры через часы и уведомления. Ну, я считаю, это нормальная автономность. Единственное, когда ее может не хватать, это длительная запись трека. Да, GPS потребляет очень много энергии. Да, например, вот такой провел я тест. Я вышел на прогулку с полностью заряженными часами, включил GPS на тренировку ходьба в 16:05. Вернулся в 20:00. То есть через 4 часа с остаточным зарядом 44%. Значит, за эти 4 часа GPS израсходовал 56%, то есть 14% в час. А значит, полного заряда хватит на 7 часов приблизительно записи маршрута. Ну что ж, пора подводить итоги. На мой взгляд, часы однозначно одни из лучших на рынке, особенно если вас не пугает необходимость ежедневной зарядки. Они очень функциональные, гибкие в плане возможностей, так как работают на операционной системе Wear OS. Лично мне очень понравились функции здоровья и спорта. Такого интересного функционала я не встречал ни в других каких часиках. Да, тем, кто бегает, тем, кто занимается ездой на велосипеде, катается, ну, часы точно зайдут. Это именно для спорта, это просто must have. Также отмечу превосходные материалы, то есть за год вообще ни разу не аккуратного использования, ни единой царапины, ни на корпусе, никаких не потертостей, ни на стекле вообще. Ну, собственно, сапфировое стекло и металлический алюминиевый корпус делают, конечно, свое дело. Что еще? Ну, яркий дисплей, да, который видно даже на солнце, компактные размеры, можно не снимать их на ночь. Возможность ответить и совершить звонок через Bluetooth. Это все плюсы. Возможность оплатить покупки через Google кошелек. Удобная беспроводная зарядка. Идеально отточенное ПО в виде оболочки One UI от Samsung. Классно. Недостатков почти нет. Почему почти? Да потому что все равно многие, наверное, скажут, что автономность 1-2 дня это ни о чем. Но я не буду с ними спорить, потому как, чтобы понять то, что понял я, да, нужно это прожить. Нужно попользоваться часами, тогда вы поймете, что вы все равно их снимаете. Все равно есть время для подзарядки. Тем более подзарядка заключается лишь в том, что у вас на столе лежит беспроводная зарядка. Вы просто вот так вот сделали, пошли поели, пришли, забрали, и у вас уже все заряжено. Ну, как-то так. Второй недостаток, наверное, это то, что они стоят весьма недешево. Но, как бы это и недостатками вроде нельзя назвать, скорее особенностями. Ну, разве могут флагманские часы стоить дешево? Я думаю, нет. Ну и про автономность, да, тут они либо подходят, либо нет. Никто не скрывает, что они работают 1-2 дня. На мой взгляд, все равно эти часы очень классные, тем более с такими уникальными функциями, как ЭКГ, измерение артериального давления, спорт функциями расширенными. В общем, я рекомендую, несмотря на то, что уже выходит 6-я версия часов, однозначно она будет намного дороже, но при этом не намного лучше. Поэтому, если вы давно хотели себе флагманские часики, вот пора сейчас брать Galaxy Watch 5, это просто супер. Рекомендую. Спасибо за внимание. С вами был Злой. До новых встреч.